Кручу-верчу, запутать хочу. Очень часто мы так думаем про обзоры умных часов. Будем вместе разрушать долгие нудные топтания. Автономность у этих часов сутки, царапин на часах не остается. Gorilla Glass 3 версии, вроде бы стекло древнее, но отрабатывает. Всего есть 3 цвета корпуса, безеля нет. Черный цвет получил алмазоподобное DLC покрытие, что очень круто. Это покрытие конкретно 3 расцветок, максимальная стойкая, именно черная ко всем воздействиям. Толщина для смарт-часиков нормальная, 12 мм, диаметр 42,8 мм, 2 микрофона без динамика, динамика в часах нет. Плавать нежелательно, но в то же время заявлена гарантия в случае утопления, но плавание часы не считают. Always on display на борту, работа операционки очень плавная. Процессор Snapdragon 2018 года, сама модель 2019. Через Wi-Fi можно пользоваться мессенджерами без телефона. Для iPhone эта плюшка не работает, NFC оплата работает супер быстро. Часы мне предоставили официалы без всяких условий и напоминаю, лично я ищу недостатки. Достоинство кому нужно найдет в девайсе сам. Tube 636, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал домашний, рассказываю о том, что интересно мне и вам. Тестирую лично, на канале 30 числа каждого месяца розыгрыш. За лайк, подписку и комментарий 5 Mi Band уходит подписчикам рандомно, плюс в этом месяце я еще разыгрываю 7 гаджетов. В следующий будет еще больше. Есть личный инстаграм-канал со скидками и промокодами на Алиэкспрессе, ссылка в прикрепленном комментарии. А сегодня я расскажу вам о довольно интересном продукте. Умных часах на Wear OS. Обычно с такими часами у меня ничего не складывается. Вспомните хотя бы те же Mobvai, которые я обозревал. Представила конкретно эти часы Motorola под своим брендом. Закупила она их у канадского производителя. В общем, все как всегда. Разделяй, властвуй, делегируй свои полномочия, и все у тебя будет хорошо. Главное, что этим не занимался их владелец, бренд Lenovo. Представляю вам умные часы Moto 360 третьего поколения. Теперь тезисно, давно я так не делал, 30 фактов об умных часах Moto 360. Упаковка непривычно круглая, забавная, интересная, вскрывать приятно. В комплекте инструкция, зарядка, 2 ремешка и в принципе все. Зарядка на кредле, а не беспроводная. Apple Watch тихо плачет, могли бы Moto и позаморачиваться побольше. Ремешки быстросъемные на 20 мм, в наборе их 2, на Алиэкспрессе их просто море. Комплектные выглядят хорошо. Матовый черный из кожи и черный из силикона. Забавно, что с кожаным ремешком у меня запястье потеет, а вот с силиконовым нет. Все выглядит максимально дорого. У часов 2 физические кнопки. Верхняя кнопка Digital Crown, тактильная отдача в отличие от яблока, и Samsung у нее отсутствует. Вторая кнопка программируется. Вес и размеры вы сейчас видите на экране. Часы даже после недели носки на запястье ощущаются. Странно, но приятно ощущаются. За 1,5 часа использования GPS при отслеживании активности съели 50% заряда, и это много. Дополнительной нагрузкой шел, правда, еще нагрудный датчик Polar H10. На ежедневный трен, в принципе, зарядки хватит, но для полумарафонов использовать часики опасно, если вы начинающий, могут не вывести, да и не для спорта они. Экран размером 1,2 дюйма, плотность пикселей 327 ppi, рамки приличные, 390 на 390 точек, датчик освещенности и автояркость есть. С автояркостью такая беда, что на солнце вы мало что увидите, если она активирована. На 5-й градации яркости без включенного авторежима видно будет все. Рамки, повторяюсь, довольно большие. Алиафобка супер, неделю ношу, ни одной царапины. Как вы прекрасно знаете, ношу я их крайне неаккуратно. Классно по мне экран, правда, выглядит только с темными watchface'ами. Все из-за рамок. Реально, они могли бы хотя бы риски на свободном пространстве нанести, но не стали. Нижняя правая кнопка программируется, но только на одно нажатие. Always on display на борту. Выход из программ только свайпом, по-другому никак не настроить, что нехорошо. Оперативки 1 гигабайт, 8 гигабайт свободной памяти на борту. Понятно, что после установки приложения останется в 2 раза меньше. Скидывать музыку на данный момент в часы никак. И как флешка, часы, конечно же, тоже не работают. Перезагрузка часов занимает около минуты. Автономность минимум сутки. С часовым треном. Встали с утра, за час с нуля зарядили. Есть функция быстрой зарядки. Процессор, пусть и старенький Snapdragon 3120, как и в Oppo Watch, кстати, которую вы советуете мне купить, и я, скорее всего, их куплю на следующий обзор. Или Samsung. Напишите, что будет интереснее вам в комментариях. В оправдании Motorola модель 2019 года, и на тот момент просто не было лучшего процессора на рынке, чтобы его запихать в эти часики. Bluetooth версии 4.2, конечно же, убил. Он в прямом смысле допотопный. С другой стороны, по факту, за неделю отвалов с телефоном я у этих часов не наблюдал. После перезагрузки часы тормозят первые 2 минуты. После этого работают более плавно, чем некоторые из Huawei, и уж точно лучше, чем Mobvai. Защита
Защита от воды 3 атмосферы, и пусть они не считают грибки и нет вообще никакого отслеживания плавания, с другой стороны производитель дает гарантию от утопления. Это я в первый раз вижу вообще в подобных часах, не считая спортивных. Проще плавать в них можно, процесс бесполезный, но гарантия есть. Не всегда часы перед погружением в воду стоит снимать, могут и унести. Допиливать часики будете сами. Через Play Market можно скачивать любые поддерживаемые программы, начиная от игр и заканчивая браузерами, хотя по мне здесь мало чего допилено конкретно под Motorola. Стандартная в принципе Wear OS, штатные плюсы и минусы. Программа, как всегда на любом андроиде стандартно, Wear OS с iOS нужны будут костыли для многого. На андроиде все очень скудно, как и с циферблатами, так и с возможностями данных часов. Как флешку, повторяюсь, использовать нельзя, и это меня прям очень печалит, я уверен, как и вас, потому что очень много из лоукоста это делать умеет, те же пейсы за 4000 рублей. При входящем вызове ответить можно, но разговаривать вы будете не по ним, а с телефона. Ложные шаги часы не считают, удобно управлять камерой телефона с часов, мне это довольно старая фишка, очень зашла. Сон часы не считают, точнее считают, но только через костыли и сторонние программы. Можно делать скриншот с часов и отправлять его. Wi-Fi только 4.2 ГГц, eSIM, как и физической сим-карты, нет. Система защиты присутствует. Сняли часы, одели, нужно вводить пароль. Вибрация средненькая, не китайская, но и не супер. На узком и подростковом запястье часы выглядят очень круто, лично по мне это чистой воды мужская модель. Простая такая классика, дорогая классика. Цена по ссылке в описании к видео в Российской Федерации Космос 26 тысяч рублей. В США по мне более адекватный ценник, на том же сайте $189. БУ на Авито от 18 тысяч. Резюмирую, вы будете смеяться, но даже эти часы уже нашли и еще найдут своих покупателей. Можно сказать, это прокачанные маввай, но их хоть продать можно больше, чем за половину стоимости после покупки. Часы не про спорт, советовать и откровенно хейтить их смысла нет. Но вот то, что нет динамика и eSIM, это, конечно, очень сильно удручает, учитывая стоимость. Оверпрайс, одним словом. На канале есть топы умных часов и плейлист с их обзорами, в том числе с обзорами на браслеты. По ссылке в правом верхнем углу можете на них посмотреть, там очень много достойного. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колокольчиком, на канале нет мата и хамства, стримы с ответами на ваши вопросы по воскресеньям, скидки в телеграм-канале в прикрепленном комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайк за труды. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.